Приветствую всех! В этом видео я хочу поговорить о знаках письма. Не буду затягивать, сразу начну. Тире и дефис. Там есть один прообраз. Этот прообраз это трос. Трос или веревка. То, что сцепляет, связывает. Почему? Потому что как веревка связывает два предмета, в данном случае это автомобили, так и тире и дефис связывают две части предложения. Вы это сами видели, не буду об этом много говорить. Скобки. Скобки это руки, согнутые руки. Потому что в скобках мы обычно пишем какую-то отдельную часть предложения. Так само, как в руках у нас находится какое-то отдельное пространство, отдельные вещи, а снаружи там другое пространство, другие вещи. Я думаю, вы поняли. Отделение чего-то от чего-то. Восклицательный знак. Почему прообразом стал его именно мужчина и его торс? Потому что мужчина это олицетворение силы, это олицетворение важности, мощи. И когда мы пишем восклицательный знак, мы имеем в виду что-то очень важное. И обрати на меня внимание, таки вот здесь кавычки. Кавычки это, как видите, уши. Почему уши? Потому что мы обычно пишем в кавычках то, что слышим. То есть как слышим, так и пишем. И это заметили, этот образ, и добавили знак вопроса. Что такое знак вопроса? Это, как видите, сгорбившийся человек. Почему сгорбившийся человек? Потому что мы, когда горбатимся, то есть когда мы спрашиваем, то мы можем горбатиться, пытаясь выпытать у человека признание или там что еще. Типа, ну давай говори. Тильда. Тильда это морская волна. В математике используется такой знак для обозначения приблизительно равно. Приблизительного равенства. Или их может быть два, это приблизительно равно. Почему приблизительно равно? Потому что, как видите, море в целом ровное, но бывают там чуть больше, бывает чуть меньше. Так само и в математике. Там может быть чуть больше, а может быть чуть меньше значения данного числа. Знаки больше и меньше. Это знаки мужского и женского начала. Почему знак больше такой? Потому что мужчина, это именно его знак. Он больше, он мощнее, он сильнее, так само, как и число. Одно есть больше, а другое меньше. Как вот на примере 21 меньше, то есть больше 2. И мы, как видим, знак мужского начала используется на погонах. Потому что в армии служат только в основном мужчины. Потому что это их предназначение защищать близких. Ну еще нам навязали защищать какую-то родину, кусок земли, который для нас как концлагерь. Улитка. Это соединение двух образов, двух знаков. Знака раковины и знака А. А это условие было число 1, ну а в данном случае это может быть обозначение мягкого тела улитки, собственно улитки. Почему этот знак используют для обозначения адресов электронной почты? Потому что есть первая половина и адреса электронной почты это имя пользователя, а есть вторая это название сервера. Этот пользователь находится так само в сервере, как
улитка в середине раковины. Знак умножения. Знак умножения это снежинка. Почему снежинка? Потому что там уже идет распространение не по одной прямой, не одна линия как бы, а еще и во втором измерении, как снежинка. Она тоже плоская, но в длину и в ширину имеет какие-то значения больше нуля. И там соединяются уже два параметра, это длина и ширина. Так само и здесь. У нас соединяется уже как бы одно число и два. И они уже не прибавляются, а уже воспроизводятся друг на друга. Ну вы поняли. И это заметили еще очень давно, еще древние русские жрецы, и внесли этот знак к себе, стали его использовать. Стена. Те, кто занимается программированием, знают, что есть такой знак, и он обозначает логическое или. И это разделение чего-то от чего-то. Еще иногда такой знак ставили учителя, когда хотели разделить слово, которое нерадивый ученик забыл разделить, написал два слова одним. И программисты его используют успешно, в том числе и я. Знак равенства. Знак равенства это обозначение двух одинаковых черточек. Это было обозначение того, что есть один предмет, есть другой предмет точно такой же. Это поняли еще очень давно и стали такими вот черточками равными обозначать то, что что-то равно. Точка и запятая. Точка это либо круг, а круг всегда это был символ завершения, совершенства. Либо это просто был знак какой-то, который бы давал понять, что предложение окончилось, и там уже дальше идет речь о совсем другом, если идет. И также давайте подумаем над словом запятая, то есть то, что запятой. А что у нас запятой? У нас, как видите, стопа, пальцы там. И запятая это составная часть стопы. И мы знаем, что стопа шагает, и есть один шаг предложения, одна часть, есть вторая. И на запятой он как бы остановился, как бы стопа стала, а дальше она уже снова пошла. Я думаю, вам такой пример понятен. Это все на сегодня. Я еще бы хотел добавить некоторые знаки, но я не до конца понял их прообразы, поэтому я не хочу их как бы выносить на обсуждение, показывать. Вы можете обсудить их самостоятельно и поднять эту тему в ответах под видео, и на что я буду очень ждать. И всем счастливо, всем пока.